Привет всем! Сегодня подробно разберем, что и как делать с одеждой, дабы нигде ничего не потерять и получить максимальную выгоду при преобразованиях одежды в новую. Хоть я изначально не планировал всю ее преобразовывать. И далее, какие типы одежды собирать вашим героям в целом, в принципе, без конкретных героев. И какие эффекты набора лучше всего будут играть сейчас, какие будут играть лучше всего в будущем. Итак, приступим. Пошаговая инструкция, в принципе. Первое, что вы делаете, заходите в свои командиры. Это я уже пробовал разные вариации, загодя до видео. Снимаете со всех все, что есть. Обязательно раздеваете. В недавнем патче небольшом после обновления выхода добавили такую функцию обменять все старое снаряжение в один клик на все новое. Сами игроки попросили, и они спустя сутки добавили это в игру. Собственно, кто прибегает к этой функции, теряет очень много хорошей одежды. Хотя изначально сам этого не понимает, до конца очевидно. Сейчас на практике покажу, что и почему так происходит. Погода хорошая, зима скоро. Кто уже заметил, нам безделушки, вот в этот 4-й слот, добавили зеленые, синие безделушки. Раньше у нас были только фиолетовые и оранжевые в игре. Сейчас добавили всех типов, и потому эффект набора из 4 предметов собрать стало проще. Еще здесь. Синяя одежда так-то нам в будущем не нужна будет, кроме как ресурс. Но сейчас, на первые месяцы игры и этапы, пока у вас не будет достаточного количества наборов, она очень пригодится. Итак, что у нас имеется по одежде? Смотрим. Вот у вас предметы, 3 менюшки. Преобразование снаряжения центральное, слева обновление снаряжения, справа молот ремесленника. Уже немного рассказывал в предыдущем видео. Обновление снаряжения. Вот в чем штука. У вас есть, например, прокачанное снаряжение. Вы его обновляете, получаете вот с таким эффектом снаряжения. Дополнительное. Сразу тоже на 2 звезды прокачанное. Но, возможно, вам не нужен этот бонус сета в целом. Или как вот здесь. Да, вот сама одежда вам нравится, а бонус сета вам не подходит. Что делаем? Для начала, что хочу сказать, не обновляйте снаряжение, даже если оно вам подходит. Не обновляйте его, если оно прокачано. Почему? Потому что если вы обновите его уже прокачанное, а потом разберете молотом ремесленника, вам выдаст 1-2 предмета целых, все остальное вы получите в виде мусора. Да, мусора, который можно использовать для прокачки, но не целые предметы. Потому первый пункт, который вы делаете, это идете в молот ремесленника. И абсолютно все снаряжение, вообще все, которое у вас прокачано, вы разбираете. Именно для того, чтобы получить максимум разных предметов. Чтобы вот этого вот мусора было минимальное количество.
Бум. Оп, извините. Видите, даже так довольно много мусора получается. А если обновить, я вчера так сделал, был на другом своем аккаунте, получается с одежды только 1-2 целых, а все остальное вот в виде такого хлама. Здесь хотя бы 4 штуки целых выдает. Здесь одна поломанная. Ну, то есть здесь возвращают в виде разломанных, скорее всего, те, что разломанными и были добавлены для улучшения. А вот нет. Странно. Угу, только так. Ладно, его разбирать не будем. Это нам надо. Это может быть полезно. Ой-ой. Пока повременим. Посмотрим, что там за бонус. Это нам без разницы. К разбору тоже. А вот это мы разберем. Потому как если сначала обновить, потом разбирать, то шансы на полезное выпадение чего-нибудь нужного сильно снижаются. И вот это разберем. Нам главное сейчас получить самых разных вариантов массу, чтобы повысить шанс без вливания монет дополнительных на получение чего-то полезного. Не в виде одного лишь предмета, а в виде разных вариантов. Угу. Ты смотри. Вот это я понимаю. Дальше легендарные идут, да? Открепляем. О, отлично. Стоп, вот он. Одно потертое. Ну ладно. Там точно не было потертого при улучшении. Так, еще раз. Да, здесь только будет 2. Здесь вообще ничего. Следующим пунктом мы идем вот сюда, в обновление снаряжения. Итак, здесь начинаем рассматривать именно сетапы по 4. Для этого вспомним, что у нас герои в целом делятся теперь на 5 типов. Не на 3, как раньше. Герой урона, герой поддержки и там всякий контроль в виде оглушения и безумия. Теперь у нас герои делятся на 5 типов. Для этого немножечко пробежимся по ним самим. Это важно при подборе снаряжения. Вот у нас... Нет. Угу, не то. Нужен герой нам, для наглядности которого у нас нет. Любой. Вот, что мы имеем. Видим пункты. Урон, капитан, ограничение, поддержка, выживание. Что это подразумевается? Урон
Личное нанесение урона героям. Капитан. Нанесение урона посредством усиления войск, юнитов, которые он ведет. Ограничения. Это всякие безумия, оглушения, снижение защит и тому подобное. Выживание – это, безусловно, усиление войск посредством повышения защит, снижения урона и тому подобного. И поддержка – это как раз-таки всякие перки, дополнительная мелочь. Так вот, важный момент у нас. Теперь герой урона у нас делится на два типа. Физический урон и магический урон. Физический урон – это все по-старому. Старый добрый Гимли, Двалин, Дайн, там Торин, Арагорн иногда. Через личный урон, навыки, физой он наносит значительный урон. Магический урон это у нас в некотором смысле по-старому. В магический урон отходит фокусированный урон, вы увидите в навыках. Урон горением, урон ядом. Это все идет от магического урона. Так вот, какой здесь момент важный? На примере, допустим, рассмотрим самое простое. Гэндальф и Гимли, да? У всех есть или каждый из вас их видел? Вот, например, навык волшебник. Наносит фокусированный урон. Угу. Здесь мы что имеем? Мы имеем урон 15-16, атака 40. Но важный нюанс. У всех, кто наносит магический урон героев, включая яд, включая огонь, атака не будет влиять на урон абсолютно никак. Она ни на что не будет влиять у него. Почти фактически. Только на физическую автоатаку, если она будет, и все. То есть вы ее можете игнорировать. У героев, которые наносят магический урон, вы смотрите на концентрацию с этого момента и навсегда в принципе. То есть, если у вас есть тот же топор Казадума, который там плюс дает урон, он повысит урон герою, но также он повышает атаку. Мы разберем позже. Например, тот же, кто у нас здесь? Гимли, да? Титулы. Вот, кровь Дурина. Физический урон наносит. То есть у него физический урон будет зависеть от двух пунктов. Урон, вот сам, и повышение урона зависит от атаки. Теперь смотрим. Это важно для предметов. В чем фишка с предметами? Вот, у нас есть топор Казадум. Это классика. Угу. Сейчас зайдем в предметы. И будем обменивать. Обновлять точнее. Вот он, топор Казадум. Видите, да, в чем фишка? Урон 7-15 плюсом и плюс командир атака. То есть, если вы поставите его ради урона герою-магу, например, я не знаю, Саурон, та же Галадриэль или Гэндальф белый, Гэндальф серый, неважно кто, он будет плохо на нем работать, несмотря на то, что он легендарный. Потому что вот эти вот дополнительные параметры не подходят. Это только для героя физического типа. Далее рассматриваем дополнительные навыки. Вот у нас имеется. Кратко пробегусь по всем, дабы понимали. Навык переполнения силой. Это построение во время эффекта оглушения или в статусе безумия получает на 20% меньше урона. Очень полезный навык, особенно если вы будете играть против игроков хорошо прокачанных. Это те же Сауроны, Грима я сейчас не помню как, но Галадриэль, я помню, безумие добавили и прочие такие герои. У кого они будут очень хорошо прокачаны, они будут иногда такие выдавать оглушение, безумие. И этот навык значительно поможет в бою. Но это опять же, если вы очень беспокоитесь о том, что вам выдадут оглушение или безумие, потому как шансы его снизили в игре. Следующее. Навык обеспечения. Восстановление командира плюс 5%. На данный момент предметы вот с таким вот, видите, зеленым
перкам на лечение, я бы отложил очень в дальний сундук. Они вам сейчас не нужны, бесполезны в целом. Я проводил тестирование, разные битвы, в том числе с героями лечения, и уровень лечения у героев сейчас низкий, потому эти 5% вам почти ничего не дадут. Ловкость. Это то же самое, что раньше было со скоростью. Довольно полезный навык, если вы собираетесь комбинировать его с быстрым уроном в первых раундах, например. То есть, чтобы первыми подходить и чтобы первыми нанести урон. Для примера, вот ловкость, перк, состыковать, например, с настойчивостью той же. Такое себе. Перк острый клинок. Это построение получает плюс 20 к атаке во время боя. Почти бесполезная ерунда. Потому что оно дает плюс 20 к атаке, а не к урону. Сейчас то, что раньше было атакой у юнита, например, эльф-лук пехота, да? Там была у нас атака у него около 28. Сейчас это называется урон 28, а не атака. Потому вот эта вот штука плюс 20 к атаке очень мизерную прибавку дает. Такие предметы можете смело расходовать и, в принципе, выбрасывать. Плотная броня. Это уже немножечко получше, так как у нас защита и осталась. В принципе, можно использовать для юнитов, которые будут у вас в авангарде. Это те же лошади, если лошади защитного типа, катафракты, лебеди, какие-нибудь там даже тролли, если их взять, пойдет. Свежевание. Очень полезный навык, как я считаю. Особенно он обалденный, просто замечательный навык. Свежевание, видите, расколотый щит. Для героев, которые будут наносить личный урон. Но нюанс. Личный урон физического типа. Для героев-магов это бесполезная штука. Потому что магический урон, он в принципе обходит защиту. Таким героям, как Двалин, Гимли, Дайн, Торин, Арагорны оба. Кто там у нас еще? Леголас наносит урон из светлых, из темных. Тоже сами знаете. Это просто замечательный навык. Героя, которого растите на личный урон, вот с этим комплектом свежевания 100%. Так, мощь. Физический урон, наносимый формированием командира. Это распространяется именно на юнитов. То есть то же самое, что свежевание, но свежевание у нас игнорирует защиту цели, а здесь повышает просто наносимый урон под войсками командира фактически. Стража снижает. Мощь и стража я бы взял, именно потому, что они в процентах. То есть в будущем, сейчас, если у вас герои слабые или не очень хорошая одежда, это, возможно, будет играть не очень хорошо, но на будущее легендарная одежда обязательно. С вот этими оба навыка мощь и стража сохраняйте 100%. Потому что, когда у вас вырастут показатели армии за счет там плюс к атаке юнитов, плюс к урону юнитов, и спустя время вы это дело все прокачаете, эти вот проценты очень сильно вам дадут бонусы. Тайные знания. Это построение наносит плюс 10% урона горением, ядом, фокусированного урона. Это здесь, думаю, очевидно. Это навык хороший, но далеко не всем. Уточню, он хороший не просто герою, который наносит лично урон высокий. Если у вас, например, имеется Саурон, и он ходит на троллях, навык вот этот, книжка «Тайные знания» будет ерундовым для него. Точно так же, как и для Галадриэль. Почему? Потому что вы не получите той пользы, которую ожидаете. Это будет замечательный навык, если у вас, к примеру, король-чародей,
усиливающий алхимиков или кого-нибудь еще с магическим уроном именно, плюс эта книжка. То есть в комплекте должен быть герой, который наносит магический урон, плюс войска, наносящие магический урон. И тогда смело цепляете эту книгу. Боевой клич и маневрирование. Ох-ох-ох, 2 перка, на первый взгляд, достаточно хороших. 3 раунда в начале боя, наносимый урон построением плюс 20, маневрирование, 3 раунда в начале боя, получаемый урон минус 20, перепутал местами. Не суть важно. Сейчас, пока мало кто разобрался в игре, это очень сильные навыки, особенно для героев и юнитов, которые действуют в первые минуты. Но в целом в будущем это будут слабые навыки. Связано это с тем, что конкретно боевой клич. Маневрирование сохранит свою эффективность в будущем, потому можете его оставлять как на запас. А вот боевой клич очень ситуативно. Почему? Потому что есть герои, у которых, как вы помните, навыки очень сильно снижают получаемый урон именно в первые раунды. То есть комплект у вас будет работать только первые 3 раунда, и только эти же первые 3 раунда у юнитов имеется повышенная защита, у героев таких как Арвен, Гендальфы и другие там. Боевой клич — это на первое время побить каких-нибудь нубов или просто для фермерского отряда. Маневрирование, вот он может пригодиться в принципе всегда на продолжительность игры. Настойчивость, разделяй и властвуй, тоже полезная вещь для будущего. Сейчас они пока еще не очень корректно работают. Осада, это, я думаю, очевидно, выбираете только героем, который у вас будет бегать на осаду. Дальше имеется у нас расовый бонус. Внизу каждой шмотки, видите, здесь одежды, стойкость гномов, например. Они все делятся на орков, гномов, людей, эльфов, в зависимости от одежды, вы это увидите. Полезная штука, если конкретно вы будете играть расовым комплектом. Это больше подойдет тем, кто вкладывает в игру от 100 и выше долларов в месяц. Для всех других это сомнительный бонус. Итак, мы концентрируемся на чем? Мы концентрируемся на получении переполнения силой, ловкость, свежевание, мощь, плотная броня возможно, стража, мощь стража круто, маневрирование, настойчивость, разделяй и властвуй. Все остальное как попадет. Итак, топор Казадум, острый клинок, бесполезная нам ерунда, не меняем. Меч Нолдора. Тоже тайные знания. Не нужен. Хотя тайные знания концентрации командир плюс, юнита защит плюс. Вот этот мечик подойдет... Как же он? Предводитель клятва преступников. Забыл, как его зовут. Король-чародей тоже. Галадриэль, если будет бегать на духах леса или на ребятах с фокусированием. Ладно, пусть пока. Так, рассвет мы однозначно нет. Олханг. Тоже, видите, комплектный бонус ерунда. Этот Олханг тоже. Молот Мории. Угу. К урону командир. Я рискну поменять, но если бы у меня был очень хороший Дайн, я бы оставил. Потому откладываем. Меч Нолдора. Тоже буду менять. Потом покажу, в чем проблема. Разделяй и властвуй.
Угу. Делаем. Концентрация, защита, командир, юнит, защита. Нет, проценты лучше. Угу. Пусть будет. Везет, как утопленнику. Строение получает плюс 20 к защите. Это тоже, как я понимаю, пошло все на физа. Все три. Все три получают плюс 20 к защите во время боя. Мне нужно что-то более общеприменимое. Видите, то, что я отметил как лучшие наборы, оно мне не выпадает, зараза. Ну вот, для спецсборок все сыпет. Давайте вот так вот. Ага. Вот. Эльфийский. И этот убираем, а этот меняем. Яй-яй-яй-яй. Боевой клич. Один оставим. Один комплект просто чтобы был. Всего один из 4 предметов. Некоторым героям подойдет. Вот этот убираем. Эти два меняем. О, да. Наконец-то. То, что надо. Замечательно. Трубка. Трубку я пока оставлю. В принципе, менять не буду. Она дает 20 концентрации. Некоторым командирам нужна она. Угу. Оба эти сменим. А просто ради интереса, что там по параметрам будет? 50 к руководству, 60 к руководству. Руководство очень важный теперь параметр. Очень важный. Но, к сожалению, ерундовые допы. Так, то, что мы не разбирали. Замечательно. Руководство 49, концентрация 5, юнит атака 15. Просто отлично. Мы ее не разобрали на хлам, и она нам изменилась как надо. Отлично. А вот его мы, скорее всего, все-таки разберем. Угу. Ни о чем. 3 лука. Вот. Центральные оставим, эти два убираем. Топоры по 3. По 3, дабы быстрее, проще. Топор у нас что дает? Командиру урон и свежевание. Свежевание отлично. Это ерунда бесполезная. Так, и последние 3 топора. Ох, как замечательно вообще. Вот с фиолетовой одеждой мне нравится работать. Она мне и фартит часто. Угу, видите, да? Центральный оставляем. И 2 убираем. Следующие 3.
Видео будет долгим, потому что хочу показать именно подробный разбор, дабы вот все просмотреть и не было больше вопросов. Что у нас дает молот в будущем? Концентрация. Командир концентрация. А построение наносит урон, игнорирует 15% защиты цели. Это бесполезная ерунда, по-моему, будет. Сейчас на секунду выйдем, посмотрим. Да, это у нас игнорирует физическую защиту. Видите, в чем нюанс этого молота? Он добавляет урон командиру, то есть командир личного урона, но в то же время концентрация. А доп игнорирует физическую защиту цели. Я скажу, каким героям это подойдет. Это будет использоваться такой тип одежды очень редко. Это подойдет такому герою, как, например, Балин, у которых идет лечение одновременно, и также имеется физический урон. То есть концентрация ему будет давать бонусы к навыкам лечения, защиты и бафов, а урон, игнорирование защиты будут работать на его навыки личного нанесения урона. Потому таких молотов нам много не нужно. Мы оставим их всего один. Все остальные мы сменим. Просто под спецгероя будет лежать. Резчик. Урон командир, концентрация командир. Физический урон, наносимый формированием командира. Аналогично, но перк мощь классный. Оставим себе вот таких вот 2 штучки, да? Все-таки еще парочку надо бы. Какому-нибудь Саурону, Галадриэль. Они подойдут. Угу. Вот этот убираем. На мощь бы еще один. Вот. Отлично. А здесь у нас что? Угу. Хорошо. Следующий. Как замечательно. Ух ты. Это просто нечто. Урон командир. Ай-яй-яй, урон командир. Угу. Тогда нам столько много их не нужно. 2 штучки оставим и все. Пусть лежат. Одежда пошла. ОЗ командир. Атака, концентрация, командир. Что у нас дает этот доспех? Командир, атака, защита, командир. Сохраню для комплекта 1 на инициативу доспех разведчика. И 1 на снижение получения урона первые 3 раунда, потому что люди это будут ставить 100%. Особенно первое время. Вот. Первый оставляем. Ай-яй-яй. Угу. Дальше 3 доспеха. Не очень хорошо. Я бы даже сказал, вообще никакие. Первый убираем, третий убираем, этот оставляем.
Сшитая броня. Последнюю оставляем. Еще одну с тайными знаниями. 2 доспеха охотника. Ни о чем. Меняем. Вот как. Прекрасно. Это Эльдорадо. Я 5 таких оставлю. Если еще не выпадут другие. Костяная маска, концентрация, защита. Костяная маска с тайными знаниями — это замечательно. Вторая бесполезна. Угу. Выбираем. Командир атака, юнит защита. Личная атака. Нет. Угу. Убираем. Вот так по шлемам меняем. Я все ищу мощь. Шлем, где 2 скрещенных топора, а он мне не выпадает, видите, да? Осада. Зачем нам осада на фиолетовой одежде? Опять-таки осада. Здесь ловкость. Концентрация, защита и нет защита. Барабан 1 оставим. Угу. Гномы. Нет, я предпочитаю, дабы была стойкость в процентах для всех, не только гномов, чтобы можно было в будущем одеть на любого героя, если что. Все трубки не годятся. Арфы. Вот оно. Одну такую арфу мы оставим. Только одну, потому что это среднее качество навык. Фейерверки. Вот. Идеально. Мощь. Отлично. Прочие 2 фейерверка нам не нужны. Обновляем. Что-то у нас 38 минут. Уж извините, видео длинное, но подробный просто разбор сделаю. Делайте как... Если сделаете как у меня, в принципе, у вас будет все нормально в будущем. Потому это видео сделаем длинным. Черепник. Физический урон, наносимый формированием командира. Угу. Здесь юнит атака, юнит защита, построение 20. К руководству командир. К руководству это хорошо плюс. Это убираем, нагрудник с защитой. Вот это может пригодиться. Хотя нет, 1 нагрудник с защитой просто чтобы был. Вот это полезно. Инициатива формирования командира. В целом, во время сражения. Защита командира и нет защиты. Ближний бой будет. Но он нам нужен только 1. Второй такой, если вам выпадает, бесполезен. Эти 2 нам тоже бесполезны. Все 3 бесполезны.
Нам нужны, понимаете, что я делаю? Для подбора четвертой шмотки, четвертого предмета в одежду под фиолетовые легендарные. Потому нам нужен именно бонус 4 предметов. Ух ты, 32 к руководству, 32 к руководству. Ай-яй-яй. Жаль, бонус не тот. Все не то, видите, да? Игра упорно не хочет нам давать то, что наиболее полезно. Вот. Но здесь личный урон командира. Зачем ему тогда? Не нужна здесь мощь. Тоже не подходит. Пика Урукхай нужно, чтобы было... Видите, в чем дело, да? Она подходит под личный урон командира, причем под физический. Потому здесь дополнительный бонус должен быть, если и есть, то на игнорирование защиты командиром, на усиление командира и тому подобное. Маргер. Что у нас? Моргенштерн. Что он нас дает? К руководству. Замечательно. У него, значит, должны быть параметры мощь и усиливающие армию. Угу. Этим построением тоже пойдет. А вот эти два убираем. Один просто оставим с мечом. Просто дабы был. Замечательно. Так, с оружием мы закончили. Теперь доспехи. Что у нас дает этот доспех? Концентрация, очки здоровья. То есть это герою, влияющему на всякие бонусы, поддержки. И ему в таком случае лучше в процентах. Это доспех у нас, защита командир. В принципе, многогранный. Любому командиру он подойдет, если что. Потому оставляем себе его. Несколько разных вариантов. Угу. Всего несколько, остальные не нужны. Этот доспех у нас что? Командир атака, командир защита. Угу. Здесь нужно или свежевание, или что-то на личный урон, навыки командиру. Шлемы пошли. Концентрация. Предпочтительные шлемы с руководством, вот как этот. Юнит атака, юнит защита. Инициатива оставим один и защита оставим один. Теперь черепники. Этот шлем у нас командир атака, командир защита. Опять же командиру личного урона, потому либо защита построения, либо бонусы, снижающие урон по юнитам. Вот мощь, кстати, бесполезна здесь. Продолжим. Тогда несколько на защиту и все, в принципе. После этого, когда отобрали то, что вам более-менее нужно, а все остальное имеет сомнительные бонусы, видите? Все вот это вот. Заходим куда? В
Преобразование снаряжения. Берем рука и начинаем. Интересно, здесь что получится у нас? Вот. Как-никак. Протазан. Снимаем все замочки. И все это добро меняем. Угу. То есть то, что нам не подошло по параметрам. Вот замечательная легендарная одежда осада. Мы здесь берем и просто меняем. А вот это неплохо. Очень даже неплохо. Вот я косоглазый. Угу. Потертое оружие тоже меняется. Бесполезное. Таким образом меняйте все, что вам не подошло по параметрам. И дальше после окончательного обмена всех частей тела у вас уже наконец имеется кое-что для того, чтобы собрать комплект на героя. Конкретно уже собранные комплекты на героя в кратком видео покажу опосля. А вот это пошагово, как получить максимум в принципе нужного вам одежды, без дополнительных вливаний. Всем спасибо за внимание, до свидания.